Всем жителям Ютуба привет! Меня зовут Кирилл, вы на канале КПК Project. Сегодня я решил сделать важное видео на тему долгожданного обновления в Geometry Dash 2.2. И со мной сегодня будет настоящий олд и эксперт в теме GD Xal Well. Сегодня мы вместе разберемся и ответим на вопрос: Geometry Dash 2.2 хорошо или плохо? Погнали! Всем привет, я Xal Well. Я обычный ГДшер, который прошел 8 экстрим демонов, один из которых, кстати, из 2.2. Да и все, в принципе. Итак, сегодня мы с КПК расскажем вам о нововведениях в Geometry Dash 2.2 и поясним, хорошо это или плохо. Начнем, пожалуй, с новых режимов игры. Свинкоптер. Очень фановый режим игры, но при одном условии: если геймплей будет проходить не в какой-нибудь пустоте, а, например, с арбами, падами, порталами и так далее. Режиму ставлю 8 из 10. Если честно, изначально я вообще не понял, как работает этот ваш свинкоптер, но потом, как выяснилось, режим очень даже прикольный. Я не могу сказать то, что это охренеть как уникально и оригинально, потому что свинкоптер был взят из игры, которая так и называется, Swingcopters, но мне нравится. Нам с КПК про джетпак говорить нечего, и оценку я ставить тоже не буду. Зачем? Это же просто корабль в режиме платформера. Начнем с дэша. Уровень, как по мне, имеет оценку инсейна неоправданно. Он максимум хардер. Лично я его прошел за плюс-минус 10 попыток. Очень фановый уровень, я перепрошел его в общей сложности раз 50. 10 из 10. Я этот уровень пройти не смог, но мне кажется, что если мне дать больше времени, то я смогу его пройти. Поэтому мне кажется, свою оценку он оправдывает. Дальше пойдут 4 уровня из The Tower. Первый уровень, как ни странно, называется The Tower. Как видите, весьма оригинальный. Да, Руптоп. Уровень очень короткий, но прикольный. 6,5 из 10. Уровень чисто такой начальный. Короткий, но имеет свою изюминку. Особенно запомнился момент с камерой. Прям прикольно. Стой, стой, стой! Прежде чем продолжить просмотр видеоролика, я бы хотел порекомендовать вам качественный онлайн-хоррор проект в Роблоксе «Мистер Мид. Переиздание». Чтобы выбраться из лап маньяка, вам предстоит решать множество различных головоломок. После каждой игры вам будет начисляться монеты, которые вы могли собирать по карте и за успешный побег. За монеты вы можете купить различные кастомизации для маньяка, а перед началом игры случайным образом выбирается человек, который будет за него играть. Буквально пару недель назад вышло глобальное зимнее обновление, добавившее в игру много нового контента. Проект действительно стоит вашего внимания, так что переходите по ссылке в описании, а также в закрепленном комментарии, чтобы самим насладиться данной игрой. Там же вы найдете ссылку на Discord-серверы разработчиков, которые делятся новостями о разработке, проводят конкурсы и голосования, ну и просто общаются в чате с простыми игроками, что для разработчиков большая редкость. Попробуйте окунуться в это приключение. А пока вы там играете, мы продолжаем. The Severs. Уровень уже подлиннее, даже босс-файт имеется, правда не с боссом, а с шипами. Я его даже спидранил. 10 из 10. Уровень мне больше всего запомнился, и именно с ним у меня идет ассоциация всего платформера в ГД. Не скажу, что он пипец какой разнообразный и оригинальный, но опять же, мне нравится. Босс-файт мне показался здесь самым сложным, но при этом очень интересным. The Cellar. Дико незапоминающийся уровень. Чтобы вы понимали, насколько до недавнего времени я не мог запомнить, что у уровня есть вторая половина. Я почему-то думал, что на подрыве скелета уровень заканчивается, и он проходит за секунд 30-40. 4 из 10. Уровень чисто ради уровня, максимально проходниковый и второстепенный. Запомнился лишь вот этой эпичной подводкой камеры к бедному игроку. И взрыв скелета тоже очень хороший. Ну и остался Secret Hollow. Я могу сказать одно: это шедевр, это классно, это круто. Сначала идет обычный уровень, потом мы превращаемся в шар, затем мы проходим пакму на целых 2 уровня, ну и босс-файт. Вы только послушайте, как качает этот музон. Очень много из 10. Уровень здесь самый длинный, разнообразный и насыщенный. Тут тебе и несколько видов локаций, и новых препятствий, и головоломок. Тут тебе и 2 мини-игры, и тут тебе самый легендарный босс-файт есть. Короче, прелестно и уникально.
Теперь иконки. Ну, в принципе, все круто, много новых крутых иконок, новая система цветов, прекрасно. Но мне насрать, потому что я все равно скачал текстурпак. 10 из 10. Разумеется, дополненная система оформления и кастомизации идет лишь на пользу игре. Если бы я был алдом в этой игре, я бы, разумеется, был бы только рад такому дополнению. А новая система цветов отлично помогает найти каждому игроку свой образ. Я, конечно, вообще не креатор, поэтому могу только сказать, что добавили очень много. Я поверхностно пробежался по редактору, добавили новые шейдеры, добавили триггеры камеры, также добавили новых обычных триггеров, кучу пиксельных объектов, собираемых объектов и еще кучу всего. Круто, 10 из 10. Я попробовал обновленный редактор, и это просто шедеврально. Столько всего добавили, это просто шок. Если честно, то я вплоть до сегодняшнего дня каждый день захожу в игру и прохожу новые платформерные уровни от креаторов. Вот реально, слово пацана даю. С КПК я полностью согласен. Руптоп из почти 7 лет разработки, лет 5 просто Ничего не делал. Короче, обновление топчик. Но ждали мы его слишком долго. А на этом мы это видео заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Не выйдет никогда, потому что роб ленивый, как всегда.